Привет, друзья! Если вы считаете, что узнали об алжирцах только начав с ними общаться, то вы ошибаетесь. Некоторых вы знали и раньше, просто, возможно, не догадывались, что они алжирцы. Расскажу вам о 3 всемирно известных мужчинах, которые вам точно знакомы. Если говорить о спорте, то первое, что приходит на ум при слове «Алжир», это знаменитый футболист Зинедин Язид Зидан, французский игрок алжирского происхождения. Родители Зидана эмигрировали из кабильской деревни в Париж, а затем и в Марсель, где он и родился. Зидан является и гражданином Франции, и гражданином Алжира. Он 3 раза признавался лучшим футболистом мира и 1 раз лучшим футболистом Европы, а в 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет. Естественно, алжирские мальчишки считают его своим и мечтают быть на него похожи. За сборную Алжира Зидан никогда не играл. Кстати, о том, что он алжирец, я узнала только после замужества, хотя с детства была в него тайно влюблена. Как я о нем узнала в детстве? Благодаря наклейкам от жвачек. Футболом я не интересовалась, но когда все дети вокруг могли назвать своего любимого футболиста, то пришлось выбрать и мне. Причем я выбирала по внешности. Кто бы мог тогда подумать, что я выйду замуж за алжирца? А вот этого мужчину вы, если и не видели, то точно слышали. Ни одна дискотека в 90-х не обходилась без тогдашнего хита песни «Аиша». Аиша, Аиша, écoute-moi. Аиша, Аиша, ton papa. Исполнитель этой песни – известный алжирский певец Халид. Его называют основателем и королем так называемого музыкального направления раи – смеси арабской, берберской и европейской музыки. Говорят, эту песню он посвятил дочери, но, судя по клипу, друзья, честно говоря, у меня есть сомнения. А это Халифати Мухаммад, известен как Шеб Мами. Думаете, вы его не знаете? А вот так. Да, этот необычный голос в песне Стинга «Роза пустыни» принадлежит именно алжирскому певцу. Шеб Мами родился в Алжире, в городе Оран. Его творчество тоже принадлежит к стилю раи. В конце 80-х он, как и многие исполнители, уехал во Францию. Вот что в своих интервью говорил Стинг о знакомстве с Мами и совместной работе. Все прошлое лето я жил с альбомом Шеба Мами, пока ел, гулял, все время. Его голос – это невероятный инструмент. Он делает с ним все, что хочет. Меня это действительно впечатлило, как и его талант музыканта. Я понятия не имел, что он мог петь, ведь я не был знаком с музыкой раи. Нас познакомил друг. Находясь под сильным впечатлением, я начал писать песню, и мы встретились. Я попросил его: просто импровизируй на арабском, следуя моей мелодии. Удивительно, что он не понимал ни слова из моего пения. Позже я спросил его, о чем шла речь. Он ответил, что пел о желании, страсти к любимому человеку. Я рассказал ему, что песня именно об этом. Это демонстрирует, как музыка вызвала у нас по отдельности те же эмоции. Друзья, вижу, что в Алжире есть много способных и талантливых людей, но известными они становятся в основном только выехав из страны. Очень жаль, ведь, замечая вовремя свои таланты, Алжир мог бы многим удивить и порадовать. Вот такие они алжирцы, друзья, попадают прямо в сердце, будь ты известный певец или обычная славянская девушка. Напишите, пожалуйста, под видео, знали ли вы раньше, что эти мужчины алжирцы, когда узнали и кого знаете еще. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, друзья. Желаю вам того, что и себе желаю из добра. До новых встреч!